С помощью наклонных досок длиной 2 метра поднимают бревно. Масса бревна 200 кг. Высота подъема 0,75 метра. Какую силу нужно приложить к веревке? Так нам известно о том, что с помощью наклонных досок поднимают бревно массой М равно 200 кг. Длина досок L равно 2 метра. И высота подъема H равно 0,75 метра. Это бревно поднимают с помощью веревок. Вот у нас наклонная плоскость с соответствующим углом. Угол нам пока неизвестен, известна только длина наклонной плоскости и ее высота. Это L, а вот это H. И здесь есть бревно, которое поднимают с помощью веревок. Веревка с этой стороны, и веревка идет по кругу. Веревка с этой стороны. Вот идет веревка. Вокруг бревна тянут за вот эту часть. Какую силу нужно приложить к веревке для того, чтобы поднять это бревно? Раз бревно имеет массу, масса есть у него, значит у него есть соответствующий вес, mg. Этот вес действует вертикально на вот эту часть. Это будет P. И P мы можем разложить на две составляющие. Каким образом это дело раскладывается? Лучше всего посмотреть на файл, который записан под номером 003.020. Одна составляющая у нас идет этого вектора перпендикулярно плоскости, а вторая параллель. Обозначим этот вектор, который здесь образуется буквой N, этот вектор, который образуется здесь буквой F. В этом файле очень детально рассмотрено, почему вот этот угол равен вот этому углу. Доказано, что этот угол равен этому углу. Из этого треугольника, потому что он прямоугольный треугольник, можем рассматривать этот угол и соотношение, естественно, значения P и N и F. Мы можем записать о том, что N равно, например, в данном случае это прилежащий угол к гипотенузе P. N равно P умножить на косинус альфа. А F противолежащий угол к гипотенузе P. F делить на P будет синус альфа. F равно P умножится на синус альфа. Если мы узнаем F, то мы можем узнать силу натяжения веревки. Обозначим силу натяжения веревки как буквой T, где-то двумя вокруг. T везде одинаковый. T здесь будет сверху и снизу. Мы можем сказать о том, что в данном случае F, сила скачивания, будет равна 2T. Отсюда T равно F делить на 2. Фактически сила F должна быть уравновешена двумя силами T. И тогда можно равномерно поднимать это вверх. Подставим значение и зная о том, что вот эти у нас известные уже величины. P равно 1/2. F это P на синус альфа. P это у нас mg равно. А чему равен синус альфа? Из этого большого треугольника, который здесь есть, F это противолежащий катет этому углу, значит F делить на N, это будет синус вот этого альфа. Напишем о том, что синус альфа H разделить на N. Запишем еще так 1/2 на N на G и на H, что делится на N. Подставляем все эти значения, получаем T равно масса 200 кг, 1/2 пишем здесь, на G на 9,8 метров за секунду в квадрате и множится на 0,75 метра и делится на 2 метра. Метры сократились. Что мы здесь получали? Килограмм на метр на секунду в квадрате. Это будет ньютон. 367,5 килограмм на метр на секунду в квадрате. Либо 367,5 ньютона. В данном случае будет равно в 2 раза больше, естественно, потому что мы взяли половинку ее. Но за счет того, что 2 натяжения каната компенсирует это F, T, если мы будем тянуть его только за одно T, получается 367,5 ньютона. F равно 367,5 ньютона.